Всем привет! И сегодня у нас в гостях GTX 1080 Ti от AORUS, предположительно с каким-то прогаром. Эти карточки я не очень долюбливаю именно с прогарами, потому что обычно у них бывает сверху вроде как маленькая такая область, но начинаешь пилить и допиливаешь до того, что можно голову просунуть в получившееся отверстие. Ну, надеюсь, в этот раз нам повезет, поэтому давайте разберем и посмотрим. Но ежели вы не хотите возиться с ремонтом вашей видеокарты, либо ремонт невозможен, то у вас один путь — это купить новую. И в этом нам поможет e-каталог. Заходим, огромный вот такой у меня красный раздел с видеокартами, и давайте посмотрим, сколько нынче стоит карточка, которая у нас в ремонте. Это у нас 1080 Ti, в свое время она стоила $1000. Ну сейчас, как видим, именно эта же карточка стоит немножко даже дороже. Давайте для истории, скажем так, посмотрим, сколько в данный момент стоит у нас топовая 3090 и ценники от $4000 ориентировочно. Ну, в этих ценах сами знаете, кто виноваты. Ну, все ссылочки в описании. И вот сразу под микроскопом у нас проблемная область. Что случилось, остается загадкой, но у нас здесь небольшой прогарчик, поэтому сейчас немножечко распаяем, скажем так, поле боя. Ну и дальше уже будем пробовать выпиливать, посмотрим, насколько глубоко это все зашло.
Прогар предварительно выпилили, но в том месте прогар это не причина, а скорее следствие. Итак, у нас было здесь короткое замыкание по питанию PCI-экспресса и по линии до питания. Итак, смотрим, у нас здесь предохранитель сгоревший, здесь у нас короткая пропала. А на этом резисторе осталось. И судя по разнице сопротивлений, скорее всего, виновником этого короткого является один из дермосов. Поэтому давайте сейчас используем тепловоз и посмотрим. Возможно, он нам покажет, кто из них виновник. Итак, смотрим на нашу платку. И вот можем лицезреть нашего виновника, да? Тогда вот он. Вот он, наш виновник торжества. Ну, надеюсь, что у нас его получится снять, так как при таком прогаре вполне возможно, что он прикипел и ему один путь только через спиливание. Но, как говорится, будем надеяться на лучшее. Сняли пробитый дермос. Так, здесь у нас короткое ушло. И теперь попробуем сейчас включиться. Без всех этих элементов, скажем так, карточка хотя бы должна запуститься и порадовать нас картинкой. Поставим жучок. Кто-то будет говорить, сам бухтит на жучкоделов, а сам ими вовсю пользуется. Но в свое оправдание могу сказать, что мои жучки специально обученные. Я неоднократно проверял, именно эти волосинки перегорают от тока приблизительно там 10-12 ампер. Так что, в принципе, можно сказать, издалека это предохранитель. Итак, подключились и сейчас будем запускаться. Но эти карточки обычно в момент запуска иногда бывают любят поддыметь. Но, думаю, защита в блоке и предохранителя меня спасут. И поехали. Ничего не задымелось. Уже можно хлопать в ладошки. И карточка вроде как определилась, и изображение появилось. Симптомы приблизительно у нас хорошие, шансы есть. Ну, естественно, сейчас продолжим все эти наши восстановления.
Вместо дросселей поставил предохранители. Там тоже сменил на вставку от предохранителя. На AORUS проверил, та фаза, что мы дермос меняли, заработала. Извиняюсь, если кусочки видео будут выпадать, так как у меня сильно долгий ремонт и уже раз закончилась карточка, а сейчас на втором фотоаппарате села батарейка, поэтому возможно там что-то немножко не доснялось. Ну, в общем, как-то это выглядит вот так. Давайте сейчас запустимся, посмотрим. Ну, должно, думается, все заработать, так как и до этих манипуляций все работало. Да, карточка определилась, картинка появилась. Ну, а теперь дальше что? Собираем все это дело, немножечко отмываем, прочищаем и загоняем на длительный тест. И все тесты карточка прошла успешно, поэтому ремонт можно считать удачным. Ну а так все, спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на мой второй канал, ссылочка в описании. Всего хорошего и до новых встреч. Пока.